Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем разучивать танец течения медленной реки. В предыдущих видео мы его уже изучили, знаем основные движения. И выполнить их можно в основной стойке цигун. Но сегодня сделаем с шагами и поворотами. Причем делайте их произвольно, вперед, назад, повернитесь в сторону, как вам захочется. Вот эти 5 движений тоже варьируйте произвольно. И будьте рекой, этот образ поможет вам плыть в потоке, как учили древние. Учимся плыть в потоке энергии, как рыбы в воде. И река символизирует поток энергии. И еще древние говорили, если бы энергия была явленной, а то, что она не явлена, в этом трудность ее восприятия, ее понимания, ее ощущения, потому что она невидима. Но без энергии бессмысленны цигун занятия любые. Поэтому река будет нас учить подключаться к потоку энергии, быть в этой энергии не только на занятиях, но и каждодневно. И еще стань подобным воде. Давайте станем подобными воде. Она востребована всегда. Основные упражнения долголетия связаны с водой. Это центр силы, почки, напомню. Это кровообращение ног. И в этом танце мы укрепим все тело, очистим его, очистим энергетическую систему и укрепим ее. Мы же делаем вот движения, промывающие тело в образе реки. И вода, и река лучше всего учат правильным движениям цигун. Мои движения будут чуть-чуть скованы, чтобы не выйти из рамки, из кадра, а вы двигаетесь более свободно. И еще я хотела сказать, здесь очень важное упражнение расцветающего круга, когда мы вот так омываем себя водой. В основном многие из-за неправильного образа жизни, из-за неправильных занятий находятся на увядающем круге. Это очень плохо и не чувствуют этого. А вот именно расцветающий круг, побыть на нем, помогает обрести силы, помолодеть, обрести долголетие. И поэтому на нем очень комфортно жить. Поэтому делайте эти движения расцветающего круга, чтобы все у вас прекрасно расцветало. А вот это движение одно из главных, когда мы шар воды, река и течение реки изображаем, берем шар воды, омываем себя и отдаем. Развитие силы важно. Чем больше отдаем, тем больше берем. И чем больше мы не вдохнем, если не выдохнем. И почувствуйте, как с каждым движением вот этот шар невидимой энергии все больше и больше. И как в Библии, рука дающего не оскудеет. Поэтому это очень важное движение в развитии силы. И в жаркий день обязательно промойте себя прохладной водой, снимайте лишний жар. Вода очень хорошо очищает и промывает тело. Мы укрепим все. Кровообращение рук, ног, тела, мышцы, кости в этих движениях. Я чуть-чуть отойду, и мы с вами будем рекой. Этот образ будет нам помогать двигаться. И мы начинаем. У центра силы укрепляем центр силы, но укрепляем и все центры. Нельзя перегрузить только один. Утренние движения, утреннее солнышко укрепляет и вот этот центр. Обо всем этом есть в предыдущих видео. Шаг, коленочки всегда согнуты, ступаем как по тонкому скользкому льду. Промываем тело до кончиков пальцев. Река. Потрясающая река, широкая, равнинная, с пологими берегами. Я сейчас делаю шаги назад, но их лучше делать вперед. И вот это движение, когда мы развиваем, укрепляем силы назад. Вот это движение. Замечательное.
Здесь еще мне мешают корни деревьев. Спокойно течь, как река. Медленно и спокойно мы промываем, укрепляем руки, кровообращение, энергию рук. Река течет. И берем шар и промываем ноги. Вот так. И вот так. И вот так. До ноготков. И вот так. Потечем снова рекой. И можно повернуться сюда, пойти в сторону. И можно вперед-назад, даже будучи на месте. Назад, корни мне мешают. Вперед, назад. Расцветающий круг энергии. И вас все расцветает. Силы, настроение, здоровье. Энергия имеет два движения круговых. Увядающий круг и расцветающий. Увядающий идет наоборот. Я не буду показывать, чтобы мы не сбили вот этот удивительный расцветающий круг. Промываем наружные поверхности рук. Течем рекой. Центр силы укрепляем. Природный запас сил кончается где-то к 28 годам. На приобретенный мало кто думает. И появился диагноз, которого в природе нет. Диагноз хроническая усталость. А мы занимаемся восстановлением, обретением силы. Вот немножечко на месте, кому сложно подвигаться. Как хотите, варьируйте эти движения. И снова река. И снова мы берем шар и отдаем. Плеск рыбы в озере слышен. И завершить хорошо расцветающим кругом. Зачерпываем энергию воды, наполняем низ живота, улучшается кровообращение ног. И течет река снаружи и внутри тела, до пальчиков. Так замечательно побыть рекой, успокоиться, расслабиться, промыть, укрепить тело, энергетическую систему, позвоночник, улучшить кровообращение рук и ног.
А мы встречаемся в следующий раз. Здоровья, живем долго, без болезней и старости.